Ну, ребят, всем огромный турецкий привет из Турции, из Белека, из отеля Лимак Аркадия. Наверное, будет заключительный видос. Я не показал вам основные вещи, как обед на улице, потому что в основном все там кушают. Не показал вам ужин, постараюсь сегодня показать. У нас еще несколько дней здесь, но эти дни мы проведем не в отеле, а в другом месте. Это вы все увидите тоже в плейлисте. Ну а сейчас, как всегда, заряд эмоций. Сейчас мы идем купаться, а потом идем снимать обед. Заряжать этими позитивными морскими эмоциями, летними, сочными, солнечными. Поль, давай, как папа, с разбегу и прыг туда вперед. Прыгаем! Вот так надо забегать в море. Вот так плавать. Класс, Поль! Супер! Никитос, давай с разбегу в море. Раз, два, три. Побежали! И я сейчас камеру положу и с разбегу забегу в море. Давайте немножко передам вам этих морских эмоций, морской пучины. Сейчас у нас обеденное время, 2 часа дня. Все ушли на обед. Море практически пустое. Мы сейчас окунемся и тоже пойдем на обед и вам поснимаем. Осталось у нас несколько денежков, но я еще не поснимал на дрон. Сказал, что сегодня буду снимать 5-6 часов, потому что нужно разрешение брать. Давай, Зая, покажи нам, как ты плаваешь. Давай, покажи. Раз, два, три. И не встаем, не встаем. Смотрите, плывет. На самом деле Полька проплывает уже, вот я ее прям оттуда выгружаю, и метров 10 она плывет до тех пор, пока не станет сама. Очень быстро научилась, как это все делается. Одевайте очки ребенку, чтобы она не боялась воды, чтобы могла видеть, что под водой происходит. На рукавнике обязательно, не жилет, не круг. А потом потихонечку подпускаем на рукавники, спускаем, потом ребенок сам просто их снимает и все, и плывет. Иди ко мне, зайди. Давайте еще разочек вам покажу пляж. Пляж на самом большой, народ рассасывается, и все, свободно становится. Но и места, кстати, да, ни разу не было, чтобы мы не нашли места. Мы сегодня вообще пришли в 12 часов. Нашли место, несколько мест было, то есть ни разу не было проблем с местами. Но добавить можно было бы еще бы навесиков, зонтиков, чтобы вообще было прям посвободнее. Это, как я говорил, это же простой отель. Все, мы купаемся и идем дальше с вами исследовать отель. Не забывайте, как всегда, поддерживать это видео лайками, дизлайками, считайте нужным. Комментарии пишите, да, ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Все, как всегда, все стандартно. Что, Зай? Смотрите, как я могу. Даже вот под водой, видите? Надо, чтобы дети обязательно учились плавать под водой. Сначала в очках, потом можно без очков. И не боялись воды. Вот так вот, смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это мы все здесь научились буквально за несколько дней. Ну, до этого, конечно, в бассейне, на дальше немножко плескались. Так, ну что, и сейчас с пляжа мы перемещаемся после освежающего душика в такую жару, вообще душ, кажется, тепло. Перемещаемся сюда, в обеденную зону. И сейчас я вам покажу, что можно покушать на обед. Вот здесь же айскрим можно взять, и здесь же сразу сейчас бар и обед-ресторан. Ну что, вот он, собственно, сам ресторанчик, бассейн, тут же бар и тут же обед. У нас огромное количество фруктов. Арбузы летом сейчас, яблоки, все есть, печеньки здесь же лежат. Потом здесь, смотрите, у нас индейка, здесь печень, телятина, рис, хлеб, рыба на гриле, 2 вида разных, котлеты и курица. Дальше. Так вот, давайте вот для обзорности, вот так выглядит 2 входа, и вот на столы с раздачей. Здесь у нас морковка, овощи, здесь тоже жареные овощи, картошка фри. Есть 2 вида макарон и соус к ним. Спагетти. Так, здесь, смотрите, несколько видов пиц. Одна пицца, вторая, третья. Типа пюре что-то. Здесь у нас овощи на гриле. Курица запеченная и помидоры тоже запеченные. И здесь у нас овощной стол. Оливки, маслины, соленья, коренья, варенье, как я говорю, и несколько видов салатов и сыр фета. Вот такой легкий обед. Ну, параллельно дублируется обед в главном корпусе. Мы сейчас наелись бургеров, на самом деле, на пляже. Сейчас я возьму арбузов. Они очень здесь вкусные, очень сладкие. И пойдем их кушать. Пишите, как вам летнее меню. Мне кажется, отлично, вполне легкое. И плюс еще там есть у нас картошка фри, бургеры, как я вам показывал. Тоже очень вкусно. Так вот, детишки уже едят мороженое.
Я принес им еще арбузик, вот такой легкий обед. У нас на самом деле такую жару есть не хочется. Бургер, картошку фри съел и все. Потом уже на арбузику, а там уже и ужин не загораем. Коль, вкусное мороженое. И арбуз здесь очень вкусный, прям вообще. Мега-мега вкусный. Главное только красные кусочки, чтобы они давали. Огонь в жару. Ничего больше не надо. Бургеры фри и арбуз. И мороженое, конечно. Коля, после мороженого арбузик. Вкусно, зай? Мы купались, нанырялись. Ты принес нам еще одну порцию арбузов. 5 штук. Очень вкусные арбузы. Ты будешь сын арбуз? После мороженого? Давай, микс сделаем тебе. Арбузный салат, добавим мороженое, у тебя мороженое с арбузом. Арбузы прям реально такие вкусные, сытные, и вообще есть не хочется. И здесь сейчас по радио идет оповещение. По радио. По радио турецкое. Не, ну местная имеется в виду колоночка. О том, что надо соблюдать дистанцию, одевать маски, мыть чаще руки. Санитайзер, ну все. Кстати, первый раз слышу, что весь отдых. И внимания не обращал. Но потом опять приятная музычка. На самом деле мы уже просто под конец пришли, сейчас я вам тоже показываю. Время у нас 2:24, обычно в час, уже все кушают. И здесь поплотнее так атмосфера. В одном из первых видосов, прям в плейлисте, я показывал, как мы их кушаем, сколько есть народу. Ну вот сейчас вот так вот. Попозже меньше народу, больше кислорода. Ну, атмосфера класс. Можно прям отсюда пойти и бассейн, наверное. Как вы, наверное, уже знаете, что я давно уже хочу выучить английский, но никак не могу найти себе нормальную программу, правильную, чтобы быстро это все можно было выучить. Вот, и сейчас я нашел себе методику одну, буду изучать. Николай Ягодкин будет проводить бесплатный вебинар, как выучить английский за 3 месяца. Вот я очень хочу туда попасть, но вы знаете, что времени у нас практически никогда нету, все время путешествуем, дела, работа. Там за участие в занятиях выдается потом именной сертификат, и за 2 часа научат, как выучить 3000 слов, занимаясь всего лишь по часу в день за целый месяц. Вот. Мне кажется, это очень классно, потому что времени действительно на все не хватает. Перестать забывать английский без постоянной практики, потому что у многих такая бывает проблема, что выучили, все, никуда не летаем, никуда не ездим и забываешь. Вот этому тоже научат, и вот за 2 дня выучат всю грамматику английскому. Я даже не представляю, как это можно сделать, вот, но обещают, что будет так. Ну и много всяких рекомендаций, которые можно будет применить сразу. Сейчас читал про Николая Ягодкина, кажется, это известный специалист в России. Среди его частных учеников министры, депутаты, ректоры, профессоры и даже президенты. В общем, я очень хочу записаться, если кто-то хочет тоже изучать английский, тоже записывайтесь на этот бесплатный вебинар, тем более он бесплатный. На всякий случай я ссылочку оставлю в описании, прям под видео, чтобы вы не искали. А если вдруг кто-то уже проходил эти курсы, то в комментариях обязательно напишите, поделитесь своим опытом, насколько это легко, насколько быстро вы всему этому научились. Так, давайте я вам днем сейчас покажу бар, который здесь возле ближнего пляжа. Получается, у пляжа есть свой бар, и здесь еще один. Есть такие напитки, как Миллер, Хайнекен, это за отдельную плату, по-моему, 3 евро стоит. Из напитков есть из импортных Red Label, Bells, это вискарик такой. Еще есть GB. Ну, конечно, лучше вечер, днем пивасик. Пиво такое здесь, честно скажу. В этом отеле очень легкое, очень жиденькое, прям, ну вообще. Первый раз во всех отелях такое легкое. Не то, что легкое, но очень жидкое. Там даже не уверен, что это Эфес, хотя вроде Эфес. Вот. На пляже там вообще холодильник еле работает, там немножко тепловато. Вот. Ну, а так, знаете, и еще Кэптен Морган есть, ромчик. Пойдем, Зай. Вот так вот по барах. И вот такие напитки, они в принципе везде. На пляже, по-моему, крепкого нету, а вот возле лобби зоны там на самом лобби нету, надо вниз спускаться, и там на улице бар, там тоже такие же напитки. Пойдем, сын. Все съел свой микс. Погнали. Если днем обязательно одевайте кепки, маш кремами, потому что солнце сжигает моментально. Детям супер, вот такие штуки. В Декатлоне Жанна покупала. Если тоже такого хочу, это вообще классно. Можно прям не мазаться, только руки, шею, лицо намазал. И все, и пошел. Я прикрываюсь кепкой, чем могу. Я сегодня вообще даже не мазал, поэтому стараюсь где-то в тенечке перемещаться. Отель так построен, очень много тени, там от пальм. Здесь вот здесь по тенечку проходишь. Нет такого, что идешь по солнцепеку, просто сгораешь. Все, пальмочки везде, зелень, где-то там переместился, тут переместился. А вот и, кстати, лесенка, вот здесь возле амфитеатра, с 2 сторон. Если под ней подняться, вы очутитесь на экскурсии в Памуккале. Детки, не отстаем. Все бассейны работают, естественно. Кто-то бассейн интересует, и вот оно,
Памукале. Можно как отсюда заплыть, можно там по лестнице подняться. Им там все показаться по горкам. Смотрите, одна вот такая горка снизу. И две горки змеевидные, высокие, меняются. Там ни разу, честно, не катались. Тут как все море, не успеваем. И давайте поближе покажу вам эти горки. Вот она. Первая горка, вон две вторых. Весело тут. Классно. Езжаем. Давайте, детки. В общем, лето в самом разгаре. Все кипит, все будет. Там еще детский бассейн. Сейчас посмотрим, льется там грибочек. Да, вон грибочек льется. Все кипит, все бурлит. Все журчит. Здесь 45 сантиметров бассейн для детишек. Так, ну и здесь у нас спа-зона. Тут, кстати, игровые автоматы стоят. Наш основной корпус. Дальше еще идут корпуса. В предыдущем видео, по-моему, рассказывал и показывал, да. И вот он бар. Здесь вот тоже все то же самое, как и в том баре я вам перечислял. Есть нулевой этаж, и сверху у нас получается ресепшн. Ой, жаришка, днем жарко снимать ходить. Что, согласовал дрон. Сейчас буду летать. 5 часов, жаришка, правда, еще смотрите, кого встретил здесь. Большого черепанцаря, привет, черепаш. Какой здоровый. Это раньше не замечал. Сейчас как раз отсюда буду залетать. Жарковато что-то еще. Тенечек спрячься, полетаю. Санны бегут купаться. Ну что, сейчас полетал. Могло бы быть происшествием. Но, конечно, когда летаешь, надо быть очень внимательным. Я делал отлет в море, чтобы вдоль моря пролететь и взлететь. Как красиво я это делаю. Через весь отель. Прям на взлете, плавно подниматься. Я дошел в море, и с той стороны полетел вертолет. И так низко летит собака вдоль береговой линии. То есть, если попасть под вертолет, все, до свидули. То есть, там такой поток воздуха вниз будет, что дрон просто прибьет моментально в море. Мне пришлось уходить дальше туда в море, снижаться. Он еще так низко летел. Сначала одну сторону пролетел, по-моему, долго не было. Я стал этот заход делать. В общем, я пониже ушел и подальше в море ушел. Думаю, главное, чтобы ветром не задело. Далеко тоже улетать нельзя, потому что сейчас тоже все равно ветер дует. В общем, но обошлось без происшествия. Он пролетел, я подождал, пока воздушный поток пройдет, и сделал свой красивый пролет. Может быть, сейчас прям вы его и увидите. Я его потом 2 таких сделал. В общем, полеты на дронах требуют, конечно, сноровки, закалки, тренировки. Плюс, конечно, подходили ко мне охранники сразу. Я говорил, что согласован, называл имена, кто согласовал. Вот, и все. И мы нормально сделали полет. Но жарко. Жарко. Так, быстренько полетал, верхний пролет, чтобы вам территорию показать. Без низких красивых пролетов, потому что жару как умереть можно. Пап, ты сдал тобой Все. Да. Нет, не здесь, а если в другом месте. Все, мы идем купаться. Давай, пупси, ныряй. Польке новый купальник под цвет арбуза. Все сочетается. Ныряем, плаваем в вечернее море, заряжаемся. Всем, как всегда, передаю привет морского. Заряжайтесь, как всегда, этим позитивным морскими эмоциями. Вечером классно подзакатиться, поплавать вообще. Вот. Народу, ну, немного относительно, нормально. Все, оставляю вас на пляже, мы идем нырять. Кстати, у вас это не конец, это не вечер, это не все. У вас, я думаю, что сколько дней у меня буду доснимать, я все в одно видео скомпоную, чтобы не растягивать. Так, ну что у нас из номера теперь видно? Закат. Мы немножко переместились опять повыше. Здесь снизу у нас ресторан, в котором мы все время кушать ходим. Там гриль-зона. Море потрясающий вечер на закате. Скоро будет закатываться. Там вот а-ля карта. Сегодня мы идем не в этот ресторан, мы идем в другой ресторан. Вчера мы были в том а-ля карте. Сегодня идем в другой а-ля карте. С картой. Ну, снова балкончик побольше. Я вам показывал номер. Мы решили сюда перебраться. Мигрируем. Как лягушки-путешественники. Так, вам такой вид, да? Супер. Так, если вот относительно детской площадки, вот сюда вот подняться, здесь у нас будет итальянский а-ля карт. Так, вот еще немножечко наверх и попадаем в итальянский а-ля карт. Здесь прям на улице. Такой у нас будет столик в укромном местечке.
здесь у нас уже лежат брускетки и небольшие закусочки. Мини. И какао. Меню, смотрите, здесь по QR-коду. И так вот наводите телефона. Оп, и у вас откроется меню. То есть, что наводите, тоже такой интерактив. И посмотрите меню а-ля карта. Надеюсь, оно нормально сфокусировано. Давайте я вам на таком покажу. Вдруг кто-то не знает, как делать. Закуски здесь есть министроны, супчик, говядина с карпаччо, говядина, моцарелла, цезарь салат, карпаччо из лосося, ризотто, пасты, 3 вида. Главное блюдо есть стейк, филе лосося и курочка. Я себе, наверное, стейк возьму. Ну и баранина, да, еще. Слишком здесь приносит стандартный набор: макароны, картошка, наггетсы и Соус котлетка. 2 соуса. Жан мне принесли моцареллу, а у меня карпаччо такое с говядиной и цезарь с анчоусом. Я вроде как пошутил, что цезарь с анчоусом. Да, действительно, там ничего нет, ни курицы, ничего, просто один анчоус. Я думал, там будет курочка, как обычно, хотя бы, как минимум. Курочка, а может быть, были бы и креветочки, было бы лучше. Ну, вот так, получается, цезарь с одним анчоусом. Карпаччо вроде ничего, так вкусненько. Ну, цезарь без курицы. Деньги на ветер, как говорится. Не, ну действительно странно. А вот как выглядит этот ресторан изнутри. Здесь можно выбрать винишко, красное или белое. Бесплатное вино, кстати, неплохое. И также есть винная карта отдельно. Можно выбрать любое другое вино или шампанское. Шампанское только за деньги здесь. Нет шампанского. В барах я не помню, есть там шампанское или нет, ни разу не просили. Прилетел горячий, Жанна, вот такой шикарный стейк. Не стейк, это тоже какие-то котлеты. Все, нет, это мясо целое, прям видно. А у меня баранина вот такая. Я думал, будет корейка ягненка, но оказалось какой-то рулет из баранины. Как мечтала корейки. Там десерт. Детям мороженое с шоколадом. А взрослым тирамису на палочке. С папой хотим спать. О, поиграем в сосиску летающую. Никит, мы с папой хотим спать. Ну, спите здесь, не знаю, вот возьмем эту каталку для вот чемоданов. Самолет! Просим, привяжем вас и вот поделаем. У нас уже как традиция приходить на пир с вечерком. Проветриться, но как вам а-ля карт? $10 стоит 10 евро на человека. Вот. Ну, если, кстати, будет заказывать с горячего мяса, стейк. С говядиной вот этот, он самый вкусный. Я доел у Жанны его, естественно. Я и баранину доел, тоже вкусный, кстати. Но говядина более такая предпочтительная получается, поэтому его заказывать. Вечером класс здесь так. Пирс вообще прям, бриз. Романтика. Здесь у нас опять музычка. Тут у нас опять большой экран. Там футбол показывает. Здесь просто далеко, на самом деле он большой. Так, сегодня у нас здесь не живая музыка. Сегодня, конечно, живая, но другая. Сегодня здесь караоке. Можно выйти прямо на сцену и под проектор спеть песенку и станцевать при желании. А вы заметили, что видосы стали немножко другие? Раньше я заходил во все закоулки, вот игровые автоматы. Везде, в спа, в тренажерке, все прям подробно снимал. За счет этого видосы растягивались, получались длинными. И их было много. Блин, и я заметил, что после где-то 4-го на 5-й видос, на 6-й, из Фонтанита, все, вы уже не так активно смотрите. Ну, конечно, действительно, уже отелем насытились. И поэтому я уже туда не захожу. Уже это не снимаю так подробненько. Вот. Как стало? Более содержательно, более быстро, более оперативно, компоновано, сжато. Или же все-таки заходить во все закоулочки. Больше видео, больше всего. Пишите, как вам больше нравится. Кстати, здесь есть лифт, который, чтобы по лестнице не ходить, можно на лифте подняться. Но это лифт больше для людей с ограниченными возможностями. Потом бассейн. Тоже есть специальное кресло, чтобы туда можно было сесть. И вас опускают туда. Как-то я снял. По-моему, Байлар мы были. Рассказывал, что есть каталки, которые на пляж закатывают. И мне девушка одна пишет, не знаю, может мужчина, пишет: спасибо, я вам доверилась, отдых был испорчен, вы ужасный человек. Такую жуть написали мне. Привет, все смотрите, вам огромное. Вот. Что-то в этот раз я больше не снимаю. Но, если честно, я просто не понимаю юмора.
Я не заставлял никуда ехать никого. Жанна никуда не отправляла этих туристов, это не наши туристы. Я снимаю, как все есть, как что есть, какие приспособления или что-то. Если потом, ну, как бы люди приехали и что-то не срослось, я не знаю, что именно, конкретики не писали, ну, я считаю, обвинять меня это вообще грех. Ну, на душу брать, я показываю, стараюсь максимум информации дать, максимум полезности. Ну, блин, считаю, что обвинять меня в этом, это как-то вообще, ну, несерьезно. Так, что вы об этом думаете? Напишите. Я снимаю всегда всю правду, все как есть, потому что нельзя, если бы одно дело я рассказывал, стоя под пальмой, что, как и где, а я же все показываю, я всегда показываю, комментирую, как что происходит открыто. То есть я же не могу поставить картинку, сказать людям собраться, там еще что-то сделать, то есть никакой постановки нет, всегда все реальное, все видео реальные, все показываю. Вся правда в наших видосах. Все, мы идем бабать. Что у нас уже предпоследний денечек. Завтра утром мы уже уезжаем в другой отель. Я вообще даже пока не знаю в какой. Сегодня жара 40 градусов. Рекорд сегодня. И мы в такую жаришку решили поиграть в мини-гольф. Вот детки играют. Папа стоит в сторонке, в тенечке. Давайте, кто ударил, в тенек уходит, ждет. Значит, сгорим. Ой, поле, бросок. О, и в другую лунку сейчас, в другую дорожку. И смотрите, здесь же я обнаружил баскетбольную площадку. Ну это ладно, бог с ним. Но здесь я обнаружил огромное количество зонтов. Стоят бесхозных, про которые я говорил, которые можно отелю было закупить и поставить на пляже, когда мест не хватает. И они здесь стоят, они есть, их надо просто вынести. И огромное количество лежаков просто складировано. Их тоже можно было туда вынести. Ну там лежаков хватает на самом деле. Просто вот зонты туда вытащить и все, и не было такой толпы под этим, под навесом. Потому что мы сегодня на пляж не пошли, плюс 40 жаришка. Вот это хождение, там искание мест, это тяжело. И мы приютились вот тут вот, под пальмами, под деревьями. Но все равно просвечивается солнышко, пробивается. Вот если бы здесь еще зонтики стояли, было бы круто. Я даже задумался взять пойти, но они очень тяжелые. Ну и без спроса как-то нельзя, надо идти спрашивать. Но что они там стоят, непонятно, в пик, в разгар сезона. Куда-нибудь их могли бы рассувать, и люди бы все равно там приютились. Мы вот так вот, тенечки. Потому что вот так менее жарко, чем на пляже под навесом. Потому что там песок нагревается, ветер прям горячий дует. А где травка и тенек уже получше. Поэтому если вам тоже жарко, то в тенечек и на травку. Здесь меньше жары. Смотрите, у нас здесь возле бара тусуются птички. Их там много. Здесь. Класс, да? Что у нас уже на самом деле? Новый день. Сегодня такая жара. 30 градусов уже, полегче стало. Последний вид из окна. И мы уже отправляемся скоро в другой отель. Поставили. Что, мы уезжаем, говорим этому отелю пока-пока и отправляемся в другой. Санец Кумквой в Сиде. Но это будет в отдельном плейлисте. Здравствуйте.